Привет-привет! Вы на канале Зеленый огород. С вами Елена. Продолжаю обзор сладкого перца, который выращиваю в теплице, а также в открытом грунте. Сладкий перец роуз, раннеспелый, в теплице вытягивается до 70 сантиметров. В технической спелости плоды сначала фиолетового цвета, потом постепенно через зеленый переходят в малиновый. Вот здесь еще даже остались следы антоциана по плечам. Плоды призмовидной формы с небольшим налетом антоциана. Длина плодов от 18 до 26 сантиметров. И у всех плодов есть вот такой длинный носик. Цвет бордово-кирпичный. Форма чуть-чуть мятая, с небольшими гранями. Кожица очень блестящая. Средний вес плодов от 150 и до 350 граммов. Толщина стенки 7-8 миллиметров. Перец очень сладкий, сочный, прекрасен в летних салатах в свежем виде, а также пригоден для любого вида переработки. Сладкий перец роуз отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ru. Мы всегда ждем вас в гости. Старинный итальянский сладкий перец Трантаролла. Среднеспелый. В теплице вытягивается до 1 метра. В открытом грунте сантиметров 60-70. Лист достаточно крупный. Формирует просто огромное количество плодов. Я высадила 2 растения. Вот здесь у меня расположено второе растение. И оно такое же урожайное. Просто все усыпано плодами. Куст очень стройный. Стебли крепкие. Каждый стебель подвязываю и вам советую. Иначе у вас растение просто сложится и упадет на землю, так как формируется много плодов. Облиственность небольшая. В неполной спелости плоды темно-зеленого цвета, но при полном созревании становятся ало-красными. Форма коническая, призмовидная. Плоды очень и очень длинные. Все плоды очень большие, некоторые до 35 сантиметров. Вершинки могут быть разные. У каких-то с носиком, а у некоторых вершинка втянута внутрь плода. Конечно же, на ладошке такой плод уместиться не может. Средний вес от 150 и до 200 граммов. Толщина перечной стенки до 7 миллиметров. Их можно кушать и в технической, и в биологической спелости. Ценится за очень яркий аромат, который раскрывается при приготовлении. Перчики очень вкусны на гриле и при жарке. Очень вкусен и красив в любой стадии спелости. Сладкий перец Трантаролла отправляется в нашу коллекцию семян. Старинный народный сорт реликвия из Италии Golden Treasure. В Италии этот сорт уже выращивают более века. Он очень популярен за хорошую урожайность и вкус. Также в некоторых источниках этот сорт называют золотое сокровище. Куст достаточно компактный, листья крупные, завязывает плоды по всем стеблям. Очень длительное плодоношение. В теплице вытягивается более метра, но в открытом грунте сантиметров 60-70. Я высадила 2 растения, и второе растение ведет себя точно так же. Урожайный, с такими ярко-желтыми плодами. Сорт, кстати, очень и очень пластичный, и он прекрасно плодоносит даже на бедных почвах. Я уже неделю назад прищипнула все верхушки.
Но сорт продолжает завязывать свои красивые плоды. В Италии этот сладкий перец – символ летних салатов, закусок и праздничных блюд. По легенде, раньше его выращивали в монастырских садах и использовали для натуральной медицины. А современная селекция сохранила лучшие качества этого сорта. Это сладость, аромат и прекрасную устойчивость к болезням. Сорт очень выделяется своим золотисто-желтым цветом. Но он так и называется – золотое сокровище. Все перчики очень и очень большие, от 20 до 30 и даже некоторые чуть больше сантиметров. У всех конусовидная форма, или иногда ее еще называют хоботовидная. Носики у всех длинные, чуть-чуть морщинистые, и есть небольшие ребрышки. Средний вес перца от 100 и до 200 граммов. Ну а вкусовые качества у него просто идеальные. Сочные, ароматные. Они идеальны для свежего потребления, а также для фаршировки, гриля и салатов. Golden Treasure занимает одно из лидирующих позиций в нашей коллекции семян. Коллекционный сладкий перец, крученый. Происхождение сорта так и непонятно. Конечно, по признакам похоже на итальянскую селекцию, но ясности нет. Но история умалчивает, откуда он появился. Но он прекрасен. Среднеспелый, высокорослый, в теплице вытягивается до 1 метра. Лист не очень крупный, а вот плодов завязывает просто огромное количество. Я высадила несколько растений и в открытом грунте, и в теплице, и он везде себя ведет одинаково урожайно. Вот здесь у меня еще один перчик находится, и он тоже очень-очень урожаен. Вся верхушечка еще усыпана зелеными плодами. Их очень и очень много. Собрала все созревшие плоды, но зеленых и побуревших там еще просто огромное-огромное количество. Плоды бывают вот такие маленькие, до 15 сантиметров. Ну а, конечно, большая часть до 35. В ладошку они не помещаются. И вот здесь специально сняла одну скелетную ветку, чтобы вам показать, насколько это урожайный перец. Этот перец я формировала в 5 скелетных веток. Но потом не уследила, и он снова навязал на боковых веточках. Кусты просто усыпаны плодами. Очень урожайный сорт. Все плоды имеют индивидуальный крученый вид. Нет ни одного повторяющегося. Крученые, загнутые. Есть небольшие грани. Носики у всех тоже разные. А главное, что они все очень и очень крупные. Вес плодов от 150, и самые крупные доходят до 300. А также у всех перчиков разная толщина стенки. Плоды, которые поменьше, толщина стеночки 4-5 мм. А вот у этих гигантов доходит до 8 и до 9 мм. Вкус у него очень сладкий, без намека на кислинку. Ну а при жарке раскрывается очень яркий, насыщенный перечный аромат. Кстати, перец не разваливается. Ну и, конечно же, очень хорош в свежем виде. Сладкий перец крученый становится одним из лидеров сезона 26 года. Вкусный, гиперурожайный и очень красивый. Сладкий перец крученый отправляется в нашу коллекцию семян. Сладкий перец гигант Джорджии. Американская селекция. Перец среднеспелый. Весь очень и очень крупный. Растение в теплице у меня получилось более метра. В открытом грунте оно вытягивается до 60-80 сантиметров. Сейчас вот этот перец сниму и покажу вам, какого он размера.
Вот такие формируют просто огромные плоды. Но недаром у него и название гигант. Кубовидная форма, втянутый носик, 4-5 граней. Стебли формируются крепкие, лист крупный, завязываемость очень хорошая. Каждый стебель нужно обязательно подвязывать к шпалере отдельным шпагатом. Иначе куст у вас сломается, так как плоды очень и очень тяжелые. Вот такие пустые пасынки лучше убирать, чтобы шел налив плодов. Отличная завязываемость. Плодоношение очень и очень длительное. Просто без конца завязываются плоды. Я уже, конечно, все прищипнула, но вот этих мне жалко. Надеюсь, что они все-таки вырастут, а все остальное уже прищипнула. В технической спелости перец темно-зеленый. Иногда бывают вот такие антоциановые полосы и плечи. И при созревании на ярко-малиновом фоне сохраняются темные цвета. Ну а при полном созревании, конечно, перец становится одномерного цвета. Все плоды кубовидно-призмовидные, 4-5 граней. Некоторые плоды встречаются с носиком, а отдельные с втянутой вершинкой. Вес от 200 и до 300 граммов. Длина плодов до 20 сантиметров. Ну вот можно сравнить с моей ладошкой. Плоды просто гиганты, оправдывают свое название. Посмотрите, какие же это красавчики. Стенка перечная от 8 и до 10 миллиметров. Ну и что говорить о вкусе? Шикарный, сладкий, сочный. Конечно же, этот перец универсального использования. Он вкусен и в свежем виде, и во всех видах переработки. Ярко-рубиновые красавцы с глянцевым блеском займут теперь самое достойное место в нашей коллекции семян. Это один из лучших сортов 2026 года. Сладкий перец, неаполитанская папакцелла. Также этот сорт еще называют папачелло наполитана и папачелло оранжевый. Это гагашары, или их еще называют форму таких плодов ротунда. Вот такие красивые большие плоды. Вес у них до 170 граммов. Высота в теплице более метра. В открытом грунте сейчас покажу. И прекрасно завязывает плоды. Бесконечное цветение. Я уже их прищипнула, чтобы остановить рост. В открытом грунте высота растения примерно 40-50 сантиметров. Тоже хорошо очень завязывает плоды. И вот здесь еще одно растение. Высадила 3 кустика, чтобы посмотреть, как они себя ведут в разных условиях. Посмотрите, все абсолютно идеально. Плод с открытого грунта. И вот этот плод с теплицы. Абсолютно одинаковые. Плоды просто красавчики. Здесь я повела всего лишь в 2 скелетные ветки, так как у нас лето было дождливое, холодное. Но урожайность тоже неплохая. И продолжает цвести и завязывать плоды. Плоды сильно ребристые от плодоножки с 3 или 4 гранями. Вес у них приличный, до 170 граммов. И очень толстая стенка. 1 сантиметр. И у некоторых плодов бывает даже более. При полном созревании цвет желто-оранжевый. Очень и очень яркий. Этот перец очень красиво смотрится в нарезке. Но и у него универсальное назначение. Их очень хорошо фаршировать. Можно использовать для зимних заготовок. Вкус у него шикарный, сладкий,
Перец очень-очень сочный за счет толстой стенки. Этот сорт отправляется в нашу коллекцию семян. Прекрасный перец, очень сладкий, очень вкусный, урожайный, универсальный. Ну просто толстенная стенка. Неаполитанская папакцелла отправляется в нашу коллекцию семян. На сегодня все. И в ближайшие дни я вас продолжу знакомить со сладкими перцами, которые выращиваю в теплице, а также в открытом грунте. Пока-пока. С вами была Елена.